Итак, чтобы обезжирить диск на велосипедном колесе, в идеале, конечно, его лучше снять с колеса, чтобы хорошенько почистить. Потому что бывает так, что масло попадает в эти вентиляционные отверстия. Если оттуда его не вычистить, потом при торможении диск разогреется, и все это опять выльется на тормозную поверхность. Поэтому желательно диск все-таки снять. Но, в принципе, можно и почистить диски на колесе, взяв губку, фейри и хорошенечко потереть. Ну, сейчас я диск откручу и покажу, как я буду его мыть. Итак, я взял диск, который мы открутили, взял губку и фейри. Ну, у меня тут чуть-чуть другое средство, ну, похожее на фейри. В общем, средство, которое удаляет жир. Что смазка, которая у нас попадает, и какие-то вещества, которые могут попасть на колодки, они жирные, и мы их смываем. Как следует трем тормозную поверхность. Как следует надо все это дело промыть. Вот так вот. Дело пенится хорошо. Теплой водой можно промывать. С одной стороны и с другой стороны то же самое проделываем. Также можно воспользоваться зубной щеткой, чтобы как раз удалить те масляные загрязнения, которые попали именно в вентиляционное отверстие. Если там что-то уже более жесткое попало, можно взять проволоку, спицу, проткнуть эту всю грязь наружу. Потом это все дело протереть щеткой. Все готово. Теперь нужно взять сухую тряпку и как следует это все дело просушить, протереть. Даже желательно можно еще и продуть, если есть компрессор. Все, диск я теперь полностью помыл, просушил. Для большего эффекта еще можно взять наждачку какую-то мелкую, 180 или что-то в этом духе, и еще потереть наждачкой поверхность. Особенно это актуально, если поверхность сильно зеркальная становится, прям затирается. Вот. Но на самом деле сейчас диск он нормальный, я ничего делать не буду, но для пущей уверенности можно это проделать. Что делать с колодками? Колодки, собственно, это просто какие-то бэушные колодки я нашел. Если скрипят, соответственно, как их обезжирить? Первое, что можем сделать, это нужно их помыть от смазки. Я использую такой вот тюбик. Это вот называется паста специально для мытья рук и кожи. Собственно, тут что? Эта паста, она удаляет всякий битум, мазут и прочие нефтепродукты очень хорошо с рук. И, соответственно, она может легко удалить этот битум из какую-то смазку, которая попала у нас на колодки, из колодок. Сейчас попробуем мы выдавить. Как я делаю, я выдавливаю пасту. Конечно, тут еще желательно теплая вода. Для начала паста, она имеет такую, как будто она из песка, то есть мелкие песчинки там в ней находятся. Такая абразивная. В общем, мы как следует трем
колодки друг от друга с помощью этой пасты. А потом, как мы это все дело потрем, нужно будет эти колодки промыть под теплой водой. Можем повторить процедуру несколько раз. Вот, я только что промыл колодки под водой после этой пасты. Видно, как намного они стали чище, практически как новые, я бы сказал. Именно сама структура. Потому что до этого эти колодки именно тормозили в масле. То есть человек смазал роторы и тормозил этими колодками потом по диску. Естественно, они были все в масле. Можем еще раз, на всякий случай, провести процедуру нанесения этой пасты абразивной. После чего приступим ко второму этапу очистки. Приступаем ко второму этапу очистки колодок от смазки. Это горелка, либо газовая плита. На газовой плите нужно их немного прокалить. То есть убрать все-таки смазку, которая могла еще остаться после нашей очистки пастой. Ну, примерно их нужно на плите держать 30-40 секунд. Газовая грелка, я думаю, что все-таки побольше. У нее пламя потеплее, поэтому я думаю, чуть поменьше подержу. Сейчас посмотрим. Главное не до фанатизма доводить, до красна не раскалять. Просто немного задымило, но ничего страшного. Так, первую колодку прокалили, теперь приступаем ко второй. Также на газовой горелке, я думаю, 20 секунд достаточно. Если мы их разогреем до красна, то, возможно, сам материал потом разрушится и не будет колодки вообще тормозить. Опять же, обращу ваше внимание, это просто для примера делаю. Колодки уже изношены. То есть на них особо уже не поедешь. Выключаем. Вот так получилось. Теперь надо дождаться остывания, и можно будет приступить к третьему этапу по восстановлению колодок. Колодки уже остыли. Нужно зачистить поверхность с помощью наждачки. Берем и зачищаем. Второй. Видите, какие руки черные становятся. Очищается верхний слой, который температура завершился. Все. Таким образом мы зачистили наши колодки и можем устанавливать на велосипед. Обращу внимание, что не всегда данная процедура помогает. Бывает масло либо дот настолько сильно въелся в колодке, что и вытеснить его оттуда уже невозможно. И остается только замена. Но проделав вот эти 3 этапа, максимально очищаем колодки, насколько это возможно.